Привет, друзья! Более вкусного рецепта из курицы я не пробовала. Если вы вернулись домой с работы голодными и у вас в морозилке есть замороженная куриная грудка, просто натрите ее на терке. Этот рецепт я придумала буквально из того, что было у меня в холодильнике. Получилось необыкновенно вкусно. Натираю куриную грудку на крупной терке, перекладываю в миску. У меня одна большая грудка весом около 300 грамм. Беру капусту, примерно четверть среднего кочана, и вот так вот тоненько шинкую ножом. Можно натереть капусту при помощи кухонного комбайна. Друзья, это блюдо настолько быстрое, вкусное и простое, что я уверена, этот рецепт вам понравится. Обязательно приготовьте его и поделитесь рецептом с вашими друзьями. Капусту перекладываю в миску, заливаю кипятком и оставляю минут на 10, чтобы капуста обмякла и стала мягкой. Варить ее не нужно, залить кипятком будет достаточно. Отставлю капусту в сторону. А пока возьму одну крупную репчатую луковицу и меленько нарезаю лук. Я уже спрашивала у вас, дорогие мои, что вы делаете, чтобы не плакать при нарезке лука. Вы мне советовали смочить нож в холодной воде, подержать лук в холодильнике. Испробовала разные способы, пока не помогает. Подскажите еще какой-то вариант. И вместе с луком нарезаю пучок петрушки. Вместо петрушки вы можете взять любую зелень, какая у вас найдется в холодильнике. Также натираю на крупной терке кусочек сыра, грамм 150 будет достаточно. Сыр делю на две части, половину добавляю в фарш, а оставшийся сыр используем позже. Кроме всего прочего, у меня в холодильнике нашлось пару шампиньонов. Я также решила добавить немножечко грибов в мое вкусное блюдо из курицы. Грибы мелко порубила и отправляю к фаршу из курицы с овощами. Шампиньоны в этом рецепте использовать не обязательно, но с ними получается очень нежно и очень вкусно и ароматно. Тем временем капуста уже постояла, вода остыла. Если вода еще горячая, разбавьте ее холодной, чтобы не обжечь руки. Хорошенько отжимаю капусту и добавляю капусту к куриной грудке. Вместо капусты вы можете взять картошку, если вдруг капусты не окажется у вас в холодильнике, но вместо этого будет картошка. 2 куриных яйца разбиваю в миску. Можете добавить 3 яйца, если хотите, чтобы фарш получился не слишком плотным. Друзья мои, все уже практически готово. Осталось только хорошенько по вкусу приправить фарш. Я добавляю соль, свежемолотый черный перец, немного паприки, а также горсть сушеной петрушки. Вы можете добавить любые ваши любимые приправы и специи. Можете взять готовую уже специю для приправы для курицы. Осталось только все хорошо перемешать. Можно перемешать ложкой, но руками получится гораздо лучше вымесить фарш. Отставляю фарш в сторону, противень застилаю пергаментом и лучше смажу пергамент растительным маслом, чтобы котлетки не прилипали. Раскладываю котлеты на противень, немножечко разравниваю, придаю им красивую форму при помощи ложки. Все делается очень просто. Посмотрите, какой фарш приятной консистенции, очень податливый. Так, готово. И сверху на каждую котлету выкладываю примерно по чайной ложке сметаны. Можете взять майонез, но со сметаной получится, конечно же, полезнее. Вот так распределяю, размазываю сметану по котлетке. Уже получается очень симпатично и аппетитно. А сверху посыпаю оставшимся сыром. 1 или 2 помидора нарезаю тонкими колечками. Выкладываю по кружочку помидора на каждую котлетку. Сверху немножечко присолим помидоры, чтобы блюдо не получилось пресным. Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю противень с котлетами в духовку, они будут запекаться примерно 20, максимум 25 минут. А пока запекаются котлеты, я предлагаю пару котлеток пожарить на сковороде, чтобы вы увидели, насколько это быстрое, вкусное и универсальное блюдо, которое можно приготовить как в духовке, так и на сковородке. На сковороде разогреваем растительное масло, горячее масло выкладываем котлеты, разравниваем аккуратненько, обжариваем с одной стороны до золотистой красивой корочки и переворачиваем.
На сковородке котлеты жарятся очень быстро, буквально за 10 минут они будут полностью готовы. Вы можете добавить немного водички и протушить котлеты с водой, чтобы они дошли до готовности еще быстрее и получились еще более сочными. Все уже готово. По желанию вы также можете посыпать их сыром, положить помидорку. Это уже на ваше усмотрение, друзья. Эти котлетки, которые мы жарили на сковородке, уже можно подавать. А те, которые в духовке, с минуты на минуту будут готовы. Все уже готово, друзья, а запах стоит просто потрясающий, разносится по всему дому. Котлеты получились очень вкусные, и посмотрите, как они быстро готовятся. Просто шикарный вариант, который можно приготовить буквально из замороженной куриной грудки, когда вы вернулись с работы, а дома нечего кушать. Я уверена, что ваша семья будет просто в восторге от такого быстрого, простого и очень вкусного ужина. Котлетки такие нежные, сочные, просто обалденные. Рекомендую, сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и, конечно, подписывайтесь на канал. Вы на канале Готовим дома. С вами Олеся. Желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся!